Вы смотрите пилотный выпуск «Исходник». Это формат, в котором мы даем брендам возможность откровенно поговорить на темы, которые обычно обсуждают их пользователи. Без украшательств или заблюдства. Поехали! Как часто пользуешься каршерингом и как давно? Пользуюсь примерно с начала пандемии и почти каждый день. Каршерингом пользуюсь я уже, наверное, с момента появления каршеринга. И как часто? Несколько раз в неделю, стабильно. Пользуешься каршерингом, Да. но при этом у тебя есть личный автомобиль. Да, у меня есть тачка, на которой я езжу, но иногда ее не очень удобно использовать, потому что у нас в городе то пробки, то негде припарковаться. На каршеринге в этом плане гораздо удобно, ты его кинул, забыл и делаешь, что хочешь вообще. Вот по твоему мнению, чего не хватает каршерингу? Сложный вопрос. Обычно я не очень требовательный пользователь, поэтому мне всего хватает. То есть, конечно же, машины такой комплектации, что такое ощущение, что когда менеджер выбирал самую меньшую, потом спросил, а можно ли что-нибудь с нее снять, чтобы уменьшить стоимость. И вот эти машины пошли в каршеринг. Что мне не нравится в тачке, только грязь. Самое главное, это чтобы в тачке было чисто и приятно пахло. Еще я хочу, чтобы люди, которые курят в тачке, чтобы была отдельная отметка, вот кнопка отдельно, накурена в машине, потому что эти чуваки, которые курят, ни свое не жалко, они как бы накурили, я сел, здесь воняет говном. Вот, я хочу нажать, и чтобы с него сняли штраф, чтобы он больше, не курил в машине. Это чужая машина. Да все хватает. Меня устраивает в целом ситуация. Иногда бесит, что к вечеру все каршеринги рассредоточены по округе города, и в центре их нет. Какой у тебя любимый каршеринг? Яндекс.Драйв, но, наверное, не потому, что он любимый, а потому, что он максимально удобный. Первый был скачан, в нем есть разные машины, и можно выпендриться и покататься на Мустанге. И там можно парковаться в центре города, собственно, рядом с моим домом. Это единственный каршеринг, который работает. Твой любимый каршеринг какой? В основном я пользуюсь экосистемой Яндекса. А в других каршерингах зарегистрирован? Да, я зарегистрирован в 3 каршерингах, но делимобилем перестал пользоваться. Лучший каршеринг, по твоему мнению? Мне кажется, City Drive. Привет, друзья! Зовут меня Эдуард Мингажев, операционный директор в компании City Drive. Отвечаю я за все операции и за формирование парка, обслуживание парка, ввод, вывод парка. Все, что касается машинок на платформе, это все ко мне. Меня зовут Света, я HR компании City Drive, работаю уже год с этой командой. Меня зовут Тёма, я руководитель отдела дизайна в компании City Drive. Меня зовут Дарина Смоловская, я CPO компании City Drive. Я отвечаю за продуктовую стратегию, за то, как цели, которые стоят перед компанией, будут достигнуты с помощью продукта. Добрый день. Зовут меня Бодрев Денис Владимирович. Я работаю на должности руководителя автопарка City Drive. Работаю уже 5-й год на этой должности. В мои задачи входят операционные процессы, все операционные процессы, связанные с автомобилями по всем городам, где представлен City Drive. Сегодня City Drive, если говорить о компании своими словами, что это? City Drive — это часть большой платформы мультимодальности. Это один из способов передвижения людей, живущих в больших городах. И в целом это интересная команда и очень быстро растущий бизнес. Люди отмечают нас как довольно лояльный сервис к своим пользователям. Что с точки зрения цен, что с точки зрения сервиса, что с точки зрения штрафов, например. Да? У нас в основном люди 30+, у которых стаж вождения 5-7 лет. То есть это такие осознанные, взрослые ребята. Сколько городов присутствия сейчас у City Drive? На данный момент 3 города присутствия. Это Москва, СПБ, Санкт-Петербург и Сочи. В Москве это порядка 2700 автомобилей на данный момент, а в Санкт-Петербурге это порядка 2100 автомобилей.
а в Сочи это около 400 автомобилей. Сейчас мы находимся на локации у официального дилера Major. На данный момент мы выпускаем через этого дилера основной объем автомобилей. На этой территории проходит их подготовка к выпуску на линию. Почему отечественный автопром не представлен в парках вообще любого каршеринга? Насколько мне известно, есть один только каршеринг в Москве, где есть гранты. Это как-то сложилось исторически. Мы одно время пытались рассмотреть тоже непосредственно работу именно с «Ладой», но что-то не сложилось, не помню точной причины. И в итоге остановились на бюджетных автомобилях именно импортного производства. Прежде чем выпустить машину в город, какую подготовку она проходит? Основная подготовка — это по телеметрии, то есть установка телематического оборудования с определенными датчиками, релюшками, которые обеспечивают определенную систему безопасности. Также телеметрия нам передает постоянно координаты автомобиля, передает состояние автомобиля. При помощи этой телеметрии мы также можем отслеживать скорость вождения клиента, качество его водительских навыков. Про телематику подробнее, что она еще умеет делать и какое это преимущество дает для службы поддержки, допустим, что они могут сделать с машиной дистанционно. Ну, вообще, в целом про телематику. Телематическое оборудование позволяет передавать нам общее состояние автомобиля. Это вплоть до ошибок по чекам инжинам и по другим ошибкам. Также передает постоянные координаты автомобиля, скоростные показатели автомобиля, открытие какой-либо двери, заведена машина, заглушена, то есть полный спектр в реальном времени происшествий именно в данный момент с автомобилем. Окей, это будет необычный экспириенс, потому что обычно я вожу праворульную машину и считаю эту машину прекрасной, восхитительной, удобной. Какая у тебя тачка? У меня Honda Fit 2017 года. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Алина. Чем ты занимаешься, сколько тебе лет? Я медиа-менеджер, мне 28 лет. Часто пользуешься каршерингом? Ни разу. Давай попробуем найти автомобиль на карте, забронировать. О боже, о боже. Так, мы почти пришли. И следующий ряд. Попробуй, может быть, там можно нажать «Найти автомобиль», посигналить, что-то. Я не вижу такой кнопки, если честно. Еще кнопка «Посигналить» не работает. Кнопка работает. Начинаем? Да. Почему она пищит, и мы... Парктроник, он показывает тебе, что впереди препятствие или сзади. Да, но у меня стоит на драйве, я держу на педальке тормоза. Да, но что рядом нажать? Впереди машина, поэтому он пищит. Мы не могли бы что-нибудь еще, старее тачку взять? Все, я надеюсь, просто мы доедем, и ничего не случится. То есть до этого у тебя был только опыт с праворульными машинами? Да, я 8 лет вожу только праворульные машины, потому что жила на Дальнем Востоке. Там 90% машин праворульные. Вкратце можете описать идеальный автомобиль для каршеринга? Что в нем должно быть и какие технические характеристики, либо чего там не должно быть? Идеальный автомобиль для каршеринга — это, мне кажется, такое более субъективное мнение, но его не бывает, потому что есть огромное количество пользователей, для которого будет являться один автомобиль в такой характеристике идеальном, для другого в другой характеристике. Поэтому каршеринг и пытается максимально разнообразить свой парк для того, чтобы угодить всем потребителям в их амбициях. По минимуму мы ставим автомобили, а по умолчанию это с автоматической коробкой передач, а также оснащенные парктрониками или камерой заднего вида. Это как бы основное требование для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов за рулем. Тоже не помню у кого, по-моему, были камеры даже в салонах, и записывающие устройства, микрофоны. Была ли такая идея, или, может быть, даже прибегали к реализации? Мы как раз сейчас разрабатываем идею с установкой видеокамер для видеофиксации. Пока что это идет в стадии разработки.
По поводу микрофонов, это точно уже нет, поскольку, во-первых, это незаконно, во-вторых, это не является нигде аргументом в спорных ситуациях. Если видеофиксация, она доказывает что-то, то микрофона нет, и в этом нужды абсолютно никакой нет. Учитывая, что это тестовый как бы проект, он еще не запущен, поэтому у нас четкого понимания еще нету, что мы будем фиксировать, как отрабатывать. Пока что мы собираемся, это, можно сказать, сделать архивную историю. То есть эти записи будут подниматься только в случае какого-то нарушения, ДТП или вандализма. Постоянную слежку, конечно же, никто не будет осуществлять за клиентами. Сбер и Mail приобрели U-Drive. Для чего это нужно и Сберу, и Mail? И что от этого вот U-Drive получил как компания? Ну, как бы главный плюс — это ресурсы. Да, то есть как бы каршеринг очень такой capital-heavy бизнес. Да, то есть нужно машины где-то покупать. Эти машины, ну там условно, взять в лизинг довольно непросто, да, и чтобы взять там как бы 1000 машин в лизинг, нужно минимум как бы миллиард финансирования. Миллиард, полтора финансирования. Чтобы эти вещи можно было быстро масштабировать, нужны как бы ресурсы определенные, да, и в этом смысле и Сбербанк, и Mail, сегодня ВК, да, они очень помогают, и нам позволяют быстро расти. Это, наверное, первое. Второе, очень важно, это доступ к аудиториям. И там мы имеем доступ к экосистеме. По сути, мы одновременно часть экосистем и Сбербанка, и Мейла, что как бы очень нам сильно упрощает там привлечение клиентов. А привлечение клиентов — это очень большой как бы кост, да, и нужно уметь этим заниматься. В этом смысле, мне кажется, идеальным, наверное, таким источником email и Сбер. У нас есть очень большое преимущество с точки зрения нашей принадлежности к экосистемам. Мы сейчас имеем отношение к 2 экосистемам очень большим. В нашей стране это Сбер и ВК. И я думаю, что нам это даст очень большие преимущества. Кроме того, все стандартно. Увеличивать парк, делать сервис лучше для людей, снимать те барьеры, которые сейчас им мешают пользоваться сервисом по тем или иным причинам. Вот, поэтому ничего здесь сверхъестественного нет, просто увеличивай количество машин и просто делай сервис удобнее для человека. И когда у тебя рядом с тобой есть такие 2 большие экосистемы, тебе это дает очень большое преимущество по сравнению с конкурентами, у которых таких экосистем рядом нет. Ну, про деньги ты сказал не повторяться, но я все же повторюсь. Конечно же, это инвестиции. Редизайн Ситимобила прошлогоднего. И Ситидрайва. И Ситидрайва, да. Что можешь сказать? Интересно, как это было? Мы стали частью единой городской мобильности. Если бы мы остались U-Drive, это выглядело бы, наверное, ну не экосистемно, короче говоря. Нам надо было бы показать, что мы часть единого целого. Вот, это главная задача была. Самое сложное было, что на старте было очень мало людей, и людей, которые занимались там вот, в принципе, направлением того, что как нам быстренько там стать, собственно, из U-Drive в City-Drive. И первое, что мы сделали, это план. Это было круто. То есть мы там с менеджером запилили такой чек-лист, и это здорово помогло. Но когда я его увидел, я такой думаю, так, камон, типа это нужно сделать за месяц. Это было, если честно, ну, немножко такой струхнул. Такой думаю, блин, мы что, успеем? В итоге, после там, вот этих 2 месяцев, наверное, работы, над, ну, там 1,5, наверное, ребрендингом, по факту, ну, как бы я со своей стороны, там, со стороны дизайна вышел с понятным набором там, подрядчиков, с которыми можно уже и дальше что-то строить, да, не то чтобы как бы опять там как у разбитого корыта оказаться, вот, а прям ребята тебе могут там помочь и с рендерами, и с иллюстрациями, кто-то там на стороне, ты уже знаешь, с кем это, там уже договоры составлены, но при этом ты с багажом вышел, и то есть и все, можешь на самом деле продолжать работать, но как бы в таком уже более-менее понятном каком-то дизайн-процессе. Мы не думали о том, чтобы кардинально все изменить, но в целом как бы хотелось, ну, как приложиться ко всему. Вот. Мы понимали, что какие-то детальки мы можем тоже подтюнить, поменять,
но по факту нам надо было просто там выложить новый там зеленый цвет, новую графику, там типа иллюстрации 3D. С самой оклейкой, как и с основным брендбуком, нам опять же помог Citymobil. То есть ребята из дизайн-маркетинга. То есть мы, конечно же, все это вместе с ними утверждали, но по факту это был их заход. Вот. А реализовать и наклеить правильно, и все круто, и с правильной пленкой, опять же, то есть легло на нас. Самая главная история была и проблема — это действительно сделать какую-то понятную логику, потому что тачек-то у нас разных много. Есть и там кроссоверы, есть седаны, не знаю, есть там хэтчбеки, а дальше, там, не знаю, еще какие-то, может, большие тачки. Вот. Все это надо как-то адаптировать. И у нас, ну, как бы сама искра, которая вылетает из заднего колеса, с ней постоянно были проблемы. То есть, ну, как бы там первые тачки клеились очень странно. То есть, типа, казалось бы, мы сделали тестовые оклейки, то есть, типа, давайте зафиксируем. Вот. Но там все сломалось на этапе, что мы сделали тестовую оклейку в Москве. И такие что-то, опять же, там передали в Петербург, и там пошло-поехало. То есть кто как клеил эти лепестки, нашу искру над задним колесом. Сейчас, ну, откровенно говоря, система работает сама по себе. Вот, я прямо этим очень доволен. То есть это вот за счет такой, наверное, хорошей коммуникации и с подрядчиками, и с теми ребятами, кто клеит, и еще и как бы с дизайнерами, которые у подрядчиков есть. А вот, по твоему мнению, суперэп — это вот зло или новая реальность, к которой надо привыкать? Давайте как бы разделим два вопроса. Есть как бы ребрендинг мейла, да, в ВК. Это очень классная штука. Мне кажется, очень здорово сделано, и они очень большие молодцы. Отдельная история есть про интеграцию как бы сити-драйва в как бы разные там приложения, да. Было бы логично как бы встроиться в экосистему, опять же, мейла и добавиться как бы где-то в ВК, как встать там на первую или вторую страницу. Почему? Потому что это просто очень большой источник аудитории, которую можно быстро привлечь. Поэтому да, нам очень хочется. Какое-то время это займет. Я полагаю, что оно должно появиться. Но как бы сроки пока не понимаем. То же самое, по сути, можно делать и в сторону Сбера. Да? У них тоже есть как бы суперэп, который они разрабатывают. Как бы та же самая история, можно туда вставать. Очень большая аудитория. Это наше преимущество перед тем же самым Яндексом, да, или Телемобилем. У них нет таких аудиторий, у нас они есть. Я пока не воспользовалась на российском рынке ни одним суперэпом, в котором мне было бы удобно. Достаточно много информации, использование сервисов, одного-двух сервисов максимум. Не знаю, может быть, это только мой паттерн поведения. Мы уже сегодня говорили про то, что продукту нельзя на свое мнение ориентироваться. Но как человек, как бы, и еще раз по своему субъективному мнению, я пока не нашла себе свой любимый суперэп. Если говорить про цену за минуту в каршеринге, что в нее вложено, помимо парковки, вот как мы уже говорили? Это обслуживание автомобиля, ну, вот подробнее. Самое главное, наверное, это как бы лизинг. Все машины, я думаю, у всех берутся в лизинг. В лизинге есть как бы две компоненты. Да? Это как бы стоимость авто самого, есть как бы стоимость капитала. Важно понимать, что происходит сейчас как бы с рынком автомобиля вообще в целом. Цены выросли за год, наверное, на 15%, по новым авто это минимум, да, там в премиум еще больше. Вторичка выросла на 20-25% по авто. То есть как бы цены все выросли, это, конечно, потянет за собой как бы стоимость лизинга, да, в целом, и, в общем, стоимость минуты как бы также. Помимо лизинга есть какие-то еще операционные расходы. Первое, топливо, да, как топливо очень большой расход. Опять же, цены растут на топливо, это будет влиять на стоимость минут, как бы километров, всего чего угодно. Ремонт и запчасти, все тоже растет. Большая часть. Есть расходы на то, чтобы поддерживать парк на линии постоянно. Есть команда техников, которые ездят по городу и эти машины проверяют, ремонтируют на месте. Есть там отдельно мойки, еще очень много процессов операционных, которые работают. Но, наверное, если говорить там про топ-3, это, наверное, лизинг. В лизинге авто и стоимость капитала. Как бы 2 это топливо, 3 это ремонты.
Я знаю, что у каршеринга есть такая фишка, что они договариваются с местными властями на использование платной парковки бесплатно. Не бесплатно, они платят там в год какую-то сумму. О, класс. О, Господи, я паркую леворульную машину. Твою мать, что ты... Теперь давай попробуем завершить аренду. Проблема в том, что мы сейчас не можем завершить аренду. Написано «авто вне зоны завершения аренды». Причем именно место возле... Что здесь? Церковь? Именно место возле церкви не подходит для того, чтобы мы оставили здесь нашу прекрасную черную корейскую машину. Японская. Это японская машина. Серьезно? Блядь, стыд какой. Ладно, надо просто выехать здесь без проблем. Для незнающих людей парковка для каршеринга бесплатна, за счет чего получают такие льготы и какие условия есть для этого, для каршеринга, что должен делать каршеринг, чтобы эти льготы получать. Парковка для каршеринга не бесплатна. Мы ее покупаем с очень большим дисконтом у города. Для чего это нужно городу? Чтобы максимально пересаживать людей из личного транспорта в каршеринг, такси, метро, куда угодно, да, как бы тем самым уменьшая как бы плотность поездок и там, уменьшая пробки. Мы покупаем это разрешение. Это разрешение нам стоит как бы сильно с дисконтом от обычной цены для клиента. Эта цена, конечно, размазывается в модель, да, и мы ее закладываем как бы в стоимость минуты, как бы километра или там, как бы суток. Поэтому, когда вы пользуетесь каршерингом, у вас, как бы, конечно же, есть там цена оплаты за парковку, просто она с сильным дисконтом, но она, конечно, есть. Опять же, Москва здесь впереди всех, да. Москва дает очень значимый дисконт к обычной стоимости парковки, там около 90%, по-моему. Очень здорово. Мы видим очень похожий тренд сейчас и в Питере. Там власти об этом думают, и нам кажется, как бы год, может быть, 2, и будет то же самое. Ты негативно относишься к каршерингу или все-таки есть положительные стороны? Если рассматривать это с точки зрения системы организации жизни в городе, то, конечно, я думаю, что каршеринг — это классная история, потому что каждый человек использует машину в день, ну, примерно там 1-2 часа. А если говорить о личном комфорте, только свой автомобиль, потому что сколько мы с друзьями брали каршеринг, то есть я никогда не брала его на себя, но пару раз участвовала, там, когда друзья берут. Садишься в машину, вот как мы сейчас сели в машине, воняет. Не могу распознать чем, но то ли в ней курили, то ли еще что-то, неприятно. Ты садишься, у тебя грязноватые сиденья, я это не люблю. В моей машине, для примера, там идеальное техническое состояние. Я знаю, что там хорошие шины, что в них окей давление, что в ней там все-все-все идеально. Здесь я сажусь, и я думаю, боже мой, у меня треснуто лобовое стекло. Это, кстати, небезопасно, и если бы вы сейчас приехали в полицию сдавать честный техосмотр, то вы бы его не прошли. Ну, то есть за 1500 прошли вы, конечно, но по-честному вам бы сказали, что нужно заменить лобовое стекло. У тебя нет страха, вот, используя каршеринг сейчас, какая-то дополнительная ответственность накладываешь на себя, то, что это не твоя личная машина, а чужая? Да, я чувствую это, несмотря на то, что она мне там не нравится, и мне там не очень комфортно, я чувствую, что нужно к ней относиться. Я не могу так расслабиться, как в своей машине, сесть сейчас, сидеть там, не знаю, в Инстаграме, в Тиндере и что-то еще. Я чувствую, что все, это чужая машина, прокатная, мне нужно, чтобы она вернулась к владельцу условно в таком же виде, в каком я ее взяла. Но, в принципе, от каршеринга же на дороге никто ничего хорошего не ждет, поэтому ты можешь вести машину как угодно. Как ты думаешь, почему такое отношение к водителям каршеринга? Каждый день в пабликах куча аварий с каршерингом. Либо это такси, либо это каршеринг. Вообще многие предпочитают такси вместо каршеринга, просто боясь попасть в ДТП. Да? ДТП с каршерингом — это такая частая громкая история. Вот, по твоему мнению, стабилизируется эта ситуация или просто нужно смириться, то, что вот каршеринг будет часто попадать в ДТП? Ну, есть разные исследования, которые показывают, что как бы в среднем
на там, как бы 10 тысяч поездок, аварийность как бы не выше, чем именно просто по основному транспорту в Москве. Да? Это просто как функция того, что на машине делается много поездок в день, да, как бы на средней машине там делается 9-10 поездок в день, как бы, конечно, машины будут попадать в абсолюте больше. И эти машины, конечно, красиво оклеены все, они на виду, люди их видят, говорят, что ой-ой-ой, как бы негатив. Но на самом деле поведение как бы, клиентов, оно там более-менее стабилизировалось, и мы сейчас не видим никаких как бы, колебаний по поведению. Москва, кажется, как бы, более-менее этот сервис как бы, поняла, приняла, и вот этих вот гонщиков уже не стало. Опять же, плюс как бы, все компании развивают там, свои как бы, риск-профили клиентов, считают, берут данные с телематики, понимают как бы, вождение, и либо повышают цены, да, как бы, тем самым клиентов просто подрезают немного, либо просто убирают их из систем. Поэтому проблема решается. Нам тоже важно этим заниматься, потому что это влияет на стоимость ремонтов. Стоимость ремонтов повышается, это в целом как бы драйвит стоимость минут как бы, для всех. Но это не здорово и не хорошо, как бы, никому это не нужно. Да? Поэтому, как бы, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы клиенты вели себя нормально и цены были как можно ниже. В большинстве своем аварии именно по невнимательности. Это при парковке, когда притирают другой автомобиль, притирают забор, но это обычные мелкие повреждения. Гораздо реже уже идут более сильные ДТП. Но эти ДТП идут как со стороны участников наших пользователей, так же и со стороны других участников движения. По статистике мы замечаем тенденцию, что она из года в год все-таки снижается. Скорее всего, это, наверное, происходит, во-первых, из-за возрастной группы пользователей, поскольку планка все время растет. На стадии начала запуска каршеринга была более молодая аудитория. Как правило, молодежь, я так понимаю, быстрее гонится за новинками, поэтому они ничего не боятся, сразу регистрируются и начинают пользоваться новым сервисом. В нынешней ситуации больше к сервису уже подходят действительно серьезные семейные люди, которые действительно уже пользуются именно каршерингом практически как своим личным автомобилем. Совершенно другая ответственность. Они более аккуратно водят автомобили, берегут себя и своих близких за рулем, и поэтому реже попадают в ДТП. Штрафами можно регулировать, да, поведение пользователей. Кто самый жесткий по штрафам среди каршеринга и какая у вас позиция по штрафам? Если можно, этот вопрос оставлю для клиентов, пусть они как бы комментируют, кто самый жесткий, да, но я просто разделил штрафы на две части. Да, первый штраф — это ПДД. Тут как бы никто не жесткий, да, если вы ехали на машине и там, нарушили правила, то как бы, мы обязаны оплатить, да, как бы штраф в органы условно и там эти деньги как бы снять с клиента. Это просто обычный процесс, который постоянно работает. Конечно, есть как бы штрафы за поведение как бы клиентов вне ПДД, да, там, за мусор, за там, что-то еще, но это уже политики как бы каждой компании. Опять же, от политики зависит просто отношение как бы к клиентам, да, как бы клиенты либо остаются, либо уходят, поэтому каждый как бы думает по-своему, и тут как бы, наверное, пусть клиент решает, как бы, кто более лояльный, кто менее лояльный, как бы, кто жестче, кто мягче. Насколько я знаю, в Сити-драйве есть какие-то дополнительные вещи для удобства пользователя, например, для держателей для телефонов. Да, мы тоже внедряли и внедряем держатели для телефона. Более того, они с беспроводной зарядкой. И если у вас поддерживает телефон такую функцию, то есть вы можете одновременно ехать, включить навигатор и подзаряжать свой телефон. Каков процент украденных, скажем так? При пилотном запуске держатели для телефона сначала начали исчезать из машин. Потом мы наладили систему защиты, которая с оповещением нам указывала, под каким клиентом этот держатель исчез из автомобиля. После этого история как бы сошла постепенно на нет. Ну и плюс, я думаю, клиентам тоже уже стало просто нецелесообразно забирать эту мелочевку из автомобиля, непонятно для каких целей. Элементы салона тоже исчезали из автомобиля, но, я бы сказал, даже не исчезали, а были подменены, поскольку так проще скрыть тогда место преступления. Были забавные случаи в виде подмены руля, рулевого колеса. Раз обнаружили машину, что вместо электростеклоподъемников стоят ручные стеклоподъемники. То есть люди умудряются заморочить с переоборудованием автомобиля.
Ну что, как впечатление от первой поездки? Господи, серьезно? Надо прям честно сказать, это будет плохой отзыв. Ничего страшного. Честно, своя машина гораздо лучше. Потому что в случае с каршерингом ты садишься в грязную машину с треснутым лобовым стеклом, и ты до конца не уверен в техническом состоянии. А в своей, соответственно, все наоборот. Если бы в машине было чисто, если бы техническое состояние было окей, я думаю, что это удобный способ передвигаться в больших городах или в городах, ну, куда вот ты только приехал, у тебя нет своей машины, а есть желание покататься за рулем. Сейчас все работают в минус, в убыток. В ближайшей перспективе вообще выйдет ли каршеринг на самоокупаемость? Нет ли ощущения, что это как бы такая гонка без финиша? Гонка вооружений без финиша. Очень много было споров и историй про Uber, в частности, да, когда там Uber поднимал свои там миллиарды финансирования. По-моему, они подняли там 25 миллиардов. Очень много было разговоров, что дорога в никуда, да, как бы ничего не получится, бла-бла-бла, но надо понимать, что бизнес, который такого масштаба, да, он как бы требует как бы длительного периода инвестиций. Главное преимущество этого бизнеса, как мне кажется, это как бы сильный сетевой эффект. Условно, как бы добавление как бы новой единицы в систему, оно повышает как бы ценность как бы всей системы еще на уровень. Добавление там автомобиля, каршеринга, каждого нового автомобиля, в целом понижает время как бы клиента до авто, да, отсюда клиентам как бы ближе идти, они пользуются чаще, как бы клиенты остаются чаще, ретеншн растет, привлечение падает обычно, или клиентская база приходит. В общем, как бы с ростом бизнеса у тебя как бы система наполняется там с двух сторон, да, то же самое было и в такси. И фишка Uber была в чем, да, они быстро поняли, как нужно масштабироваться, и там условно как бы эти деньги вливали и, в общем, быстро отрастали. А когда ты дорастаешь до определенного уровня, ты уже включаешь оптимизацию, да, у тебя там операционный процесс оптимизируется, привлечение оптимизируется по клиентам, много чего еще, и ты просто постепенно юнит-экономику вытаскиваешь в плюс. Обычный путь, как бы так делают все, как бы Яндекс, да, как бы такси, все то же самое. И изначально все думали, что нет, не получится, экономика не сходится, ничего подобного. Да, как бы гляньте на цифры, которые репортят такси ежеквартально, они в плюсе там отлично зарабатывают. Доставка то же самое, да, там, не знаю, как бы курьерки, как бы то же самое, каршеринг ровно то же самое. Сначала нужно масштабироваться, потом оптимизироваться. Конечно, ты не можешь масштабироваться, разбрасывать там деньги налево-направо, но это как бы невозможно, да? То есть нужно постепенно там везде все подкручивать. Но идейно, как бы, если вы как бы не дорастаете до определенного объема, то ну, как бы это дорога в никуда. Недавно инициатива была запущена под названием «Народный каршеринг». Авторы-владельцы сдают свои авто под нужды каршеринга. Как это может повлиять на City Drive или на бизнес каршеринга в целом? Не знаю, что получится. Почему? Потому что довольно сложно управлять парком. Как гарантируешь, что ты собираешь как бы 1000 машин у физиков условно, да, и хотя бы они в нужном состоянии для вообще как бы управления. Очень много всего происходит там под капотом условно, да, и как бы Deep Trans это сделает красиво, я, честно, не очень понимаю. Тут как бы очень много рисков возникает. Наверное, можно их порешать, но это будет стоить как бы очень много усилий. Каршеринг очень сложный бизнес, и очень много страхов у людей. Если с каршерингом уже понятно, что тебе грозит, и ты понимаешь свою максимальную ответственность, что бы ни произошло с машиной, ты заходишь в оферту, ты видишь это. Если ребята смогут сделать платформу, которая будет снимать большинство рисков с тех людей, которые хотят сдать свою машину и арендовать машину, это будет очень круто. С точки зрения, наверное, как бы шеринга какого-то, да, это здорово. Или людей, у кого есть машины, которые простаивают, это здорово. Они зарабатывают деньги, отбивают все расходы как минимум, уже неплохо, да, но я бы думал скорее как бы про клиентов, которые пользуются, и для них это, ну, как бы такое, да, то есть определенные риски, очень много разных авто, в каком они состоянии, а что делать, если будет ДТП, что если будет там что-то еще. Очень много вопросов. Допустим, имея собственный автомобиль, человек хочет зарабатывать с помощью того, что он сдает его в каршеринг.
есть альтернатива в виде U-Drive Pool. Она же, да, существует до сих пор? Или это уже закрытый проект? Pool — открытый проект. Тут скорее как бы немного другая история. Pool — это способ для людей инвестировать, по сути, в наш бизнес. Да? То есть мы не принимаем у людей их автомобили. Мы говорим, что вы вкладываете свои деньги в автомобили. Эти автомобили мы сами покупаем вместе с клиентом, их ставим на учет, их сами обслуживаем, их сами заправляем, моем, ремонтируем. Клиент получает просто себе платеж определенный. Да? То есть, по сути, такая как мини-инвестиция, которую делает клиент. Но это не машина, которую мы забираем и потом отдаем. Проект, да, открытый, он еще работает. Там довольно неплохие доходности для физиков. Но как бы с точки зрения там, акционеров наших, да, Сбербанк в частности, мы, конечно, хотим пользоваться как бы капиталом акционеров, потому что капитал дешевле, его проще операционно использовать. Ну и как в целом кажется, что это как бы сильно выгоднее, чем просто работать как бы с физиками, которые дают по 5 машин, условно. А когда человек может купить авто и получать доходность за это. Да, такая штука есть, но видишь, все процессы мы берем на себя. То есть мы человеку отдаем только доходность, которую он получит, ну, которая прописана там, да, в договоре. Но человек, у него не болит голова, как, что ему вернули, в каком состоянии машина, а поменяли ли на ней зимнюю резину на летнюю или летнюю на зимнюю, какой значок горит сейчас на панели, почему кто-то оставил пакет Макдональдса в машине. Слушай, там просто очень много всего. И это мы даже не коснулись каких-то мошеннических действий, которых тоже довольно много. Вот какая самая сильная сторона City Drive, по-твоему? И какая может быть слабая сторона, что нужно улучшить? Как мне кажется, да, мы сейчас очень быстро растем, и парк у нас совершенно точно как бы самый новый в Москве и по городам. Мы считали сейчас как бы средний возраст парка в Москве это как бы меньше, чем 10 месяцев. Ну и плюс мы пытаемся брать разные автомобили. Нам важно, чтобы парк был разнообразный. Это, кажется, главный плюс. Да? То есть если мы посмотрим на там, остальных игроков, то там парки устаревают. Учитывая как бы, текущее состояние как бы, рынка автомобилей, новых авто почти нет. Парки заменить разом будет очень сложно. Поэтому там, в следующем году ну, я бы ожидал какую-то минимальную там, как бы, реновацию, может, по паркам, да, но как бы, роста абсолютного у остальных игроков, как бы, скорее всего, не будет. Из плюсов новый парк, разнообразный парк. Мы как бы очень хотим думать про клиента, как бы, что им нужно, их спрашиваем, да, и эти машины пытаемся поставить. Из минусов главных, ну, как бы, наверное, опять же парк, потому что он пока как бы меньше по размеру, да, то есть мы там очень быстро растем, просто это занимает как бы месяцы, чтобы парк вывести. Месяцы, может быть, годы даже, да. Почему это плохо? Потому что в среднем людям идти дольше до машины, да, это просто менее удобно, ну и как бы кому-то, кому нужна машина прямо сейчас, наверное, они как бы не доходят, да, они берут машину у кого-то еще и едут. Это главный минус. Но там, опять же важно понимать, что это просто как бы функция полгода-год, да, и парки примерно выровняются, и как бы тут у нас парк будет свежее, разнообразнее, в общем, здорово. Топ-3 фичи конкурентов, которые сделаны лучше. У Яндекса есть возможность взять машину и поехать в любой регион их присутствия, там ее оставить, взять другую машину и вернуться на ней в свой регион. Это просто аплодисменты того, как у них выстроен процесс работы с парком. Это очень круто. У Белки есть возможность, если с регистрацией что-то пошло не так, у них оператор может позвонить и помочь тебе. Это тоже очень круто, потому что регистрация — это самый сложный процесс в каршеринге, хотя ты туда еще даже не зашел. Вот, поэтому то, что они помогают людям в момент регистрации, это очень круто. У Яндекса, как они отображают списки машин в местах, где этих машин много. Там удобно выбрать. Красавчики. Топ-3 фичи конкурентов, которые нравятся тебе. Фичи конкурентов.
Ну давайте, фикс прайс точно надо делать, это как бы супер классная штука для клиентов. Топ-3. Топ-1 можно оставить? Топ-3 фичи, которые сделаны у вас лучше, чем у конкурентов. Вот можешь чем-то похвастаться? Много кто говорил о возможности передачи руля как о крутой функции. У нас сейчас очень крутой дизайн-директор, и мы очень много внимания уделяем UI. И мне очень нравится, мы недавно зарелизили новую карточку авто. Мне прям нравится, как она выглядит. Стоимость и наши тарифные планы. Ваших фич, которые сделаны лучше, чем у других каршерингов. Какие вопросы приготовили? Это нифига не блиц вообще. Давай другой вопрос. Какие есть открытые вакансии? Что по ЗП? Кого ищете вы? Ну, наверное, не секрет, что мы довольно бурно сейчас растем. И на текущий момент, на самом деле, открыты практически везде вакансии, начиная от специалиста колл-центра, заканчивая чуть более сложными для поиска позициями, как руководитель группы разработки. Вообще все. То есть можно прямо приходить на раздел City Drive и искать себе более подходящие вакансии. А если вдруг не удастся найти, всегда можно написать и поговорить лично про будущее, про возможности дальнейшего взаимодействия. Но, наверное, тут хочется чуть больше акцент сделать, поскольку мы все-таки IT-компания, довольно сильно в этом развиваемся, динамично развиваемся именно здесь, то больше всего, конечно, мы нуждаемся, как и все на этом рынке, продуктовых менеджеров, аналитиков и разработчиков, конечно же. Мы довольно открытые, мы довольно амбициозные и очень скоростны в своих решениях. Это то, что, наверное, нас соединяет. Мы очень про продукт, мы очень про командность. Это чувствуется, наверное, с самых первых минут общения, и мы точно понимаем, нам вообще интересно друг с другом работать или нет. Вот у тебя есть возможность сказать потенциальному кандидату, обратиться к нему. Что бы ты ему сказала? Я, наверное, бы хотела сказать, что все то, что выше я и мои коллеги рассказали, если это откликается у тебя в душе, точно приходи к нам знакомиться, и если мы друг другу понравимся, у тебя есть возможность поработать с классной командой, с командой из Ситимобила, Яндекса, Мейла, Сбера и, конечно же, нашей основной командой City Drive. И, наверное, мы сейчас находимся на пути, который довольно долгий, и это будет большой и крутой путь. Привет, я Юлия Варламова, я пиар-директор сервиса City Drive. Мы находимся в нашем офисе. Сейчас, на самом деле, уже поздно, никого из сотрудников нет, поэтому, наверное, самое время провести вам небольшую экскурсию. Мы находимся сейчас в пространстве Ситимобила. На этом этаже сидит маркетинг, пиар и кто-то еще. Здесь все такое брендированное в ситимобиловские цвета. Есть самокаты, потому что офис у нас сделан в виде колодца, и можно по кругу ходить из точки А в точку Б, занимаясь фитнесом. Кроме того, у нас везде висят плакаты. Это, например, связано с микромобильностью. Мы заколлабились с современными художниками и сделали вот такую штуку. Вообще везде, где можно применить современное искусство и молодых талантов, мы это делаем. Погнали дальше. Сейчас поздно, здесь наверняка никого нет. Ну, давайте проверим. Это наши слипбоксы. Здесь можно перезагрузиться, можно поспать, можно просто отдохнуть. В каждую капсулу предполагается одноразовые простыни, наволочки и, собственно, все для комфортного сна и отдыха. Но я не могу сказать, что они пользуются бешеной популярностью, но штука классная. Может быть, коллеги посмотрят этот ролик и вспомнят, что у нас есть такое классное место. В каждом этаже есть минимум по 2 кухни. В
В принципе, они укомплектованы вообще всем, чем нужно. В нашем офисе невозможно остаться голодным, начиная от всяких каш, хлопушек, заканчивая вредными конфетами и полезными конфетами без сахара. Еще у нас, кстати, есть фреш-бар, где можно выпить свежевыжатый сок, и на 9 этаже у нас работает бариста. А по пятницам мы все пьем пиво, сидр, квас и иногда кушаем какой-нибудь плов или рыбку. Ну, в общем, в принципе, у нас тут можно жить. Можно помыться, можно поспать, поесть и погаматься. И еще раз про постеры я уточнила, это художники из группы Явь. Поэтому, ну, это прям круто, современное искусство. Еще у нас много всяких таких полезных мулек, штучек, например, локеры. Ты можешь туда положить какие-то вещи личные, рабочие, забрать ключик. Ну, почти как камера хранения в супермаркете, только с рабочими замками, ну и побольше. А ты как хочешь ехать? Еще у нас есть прикольные телефонные будки. Вообще у нас выбор переговорок просто огромный для интровертов, для экстравертов. Где хочешь, можешь забуриться. И вот такая вот кабинка с шумоизоляцией. Очень классное место. Я люблю эти стулья, но я не знаю, стоит ли о них рассказывать. Они прикольные, знаете почему? Потому что ты садишься, а у тебя это какого? Попа двигается отдельно от корпуса. Ну, короче, это гениальный стул, и жалко, что у нас их не очень много, но они максимально удобны. Можете потестить. Сейчас мы зайдем в игровую комнату. У нас их на самом деле две. Одна вот такая аквариумного типа, то есть люди видят, во что ты гамаешься. И есть еще одна такая же комната, она закрытого типа. Погнали. Ну, здесь стоит 5-я PSP. Я честно скажу, я до нее еще не добралась, но можно попробовать включить. Только как? Блин, у меня Xbox. Типа я не знаю, как она включается. Ну пофигу. У тебя есть PlayStation дома? Ну а как 4-я включается? Как она включается? Включи нам, пожалуйста. Блин, я думала, она там. Мы сейчас идем. FIFA. А кто я? Я честно скажу, для меня футбол это, ну, типа вообще что-то космическое. Я люблю Tekken и Mortal Kombat. Давайте, может, не будем здесь задерживаться, да? Блин, какая клевая детализация. Все, короче, погнали дальше, оставляем чуваков. Здесь у нас есть также библиотека, но она занята, люди работают. Ну, в общем, здесь можно взять какую-нибудь прикольную книжку про бизнес, про развитие личностных навыков и прочее. Ну, в общем, реально есть что почитать. Не, давайте не будем Милти рекламировать. У нас как бы 3 автомата, но... Не, ну я тут кушаю, но не хочу рекламировать, это бесплатно. Мы пришли на другой этаж. Я не знаю, кто здесь сидит, но, в общем, погнали. Здесь тоже есть интересные штуки. Здесь был стол для пинг-понга. Он правда был. Но я подозреваю, что его просто перенесли на другой этаж. Кстати, здесь у нас еще сидит медсестра. Мы все сдаем ПЦР-тесты обязательно раз в 3 дня. И у нас есть возможность сдавать их в офисе. И это прям круто и важно. Я правда не знаю, где стол для пинг-понга. Сейчас спрошу. Алло. Здорово. Алло. Слушай, скажи, пожалуйста, а где у нас стол для пинг-понга? Мы пришли на 5-й, его тут нет. На 4-м. На 4-м? Где кухня была раньше? Бля, ты хер его знает. Ну где-то по кругу походите, там отдельная комната, там стоит стол. Хорошо, поняла. А, мы здесь не попадем, зашибись. Ну, повторюсь, это просто магия нашего офиса, он реально похож на Хогвартс, видите, все меняется каждую секунду, везде требуются какие-то секретные пароли, но я воспринимаю это как фитнес. Придется нам поехать на лифте.
Мы на каком? На 5-м. Для пинг-понга. А, вот прям здесь? Круто, спасибо. Привет. Мы тут немножко снимаем видосик про то, какой у нас клевый офис. Вы не против, если мы буквально на минутку вас отвлечем? И будет вообще круто, если вы продолжите играть. Мы нашли стол для пинг-понга. Здесь же нашли, кстати, грушу. Прикольно, я не знала, что она у нас есть. Как из сериала «Универ» у них был такой же чувак. В общем, отдельная комната специальная. Я знаю, что здесь есть шумка, какие-то специальные крутые шторы, которые не отвлекают других коллег. Я знаю, что где-то на этаже есть команда, у которой повешенный голубь и запрещено урурукать. Поэтому, конечно, возникает большой соблазн поурурукать. Ну, сейчас, если мы найдем это место, вы приколитесь. Ну, то есть реально у нас можно в офисе найти вообще все, что угодно, типа там вот, например, бензиновые канистры. Ну, походу мы не найдем эту штуку. И наша самая главная достопримечательность, которую мы делали руками наших сотрудников, это вот эта стена с граффити. Ну, прикольно. Вот здесь и сердечки, и дом. Ну, это правда наш дом. Мы, правда, очень любим наш офис, и у нас офигенный коллектив. Поэтому вот народное творчество воплотилось здесь. Здесь у нас сидит, ну, не могу сказать, что самые классные люди, но самые близкие мне люди. Здесь у нас продукт, дизайн, разработка, тестирование и, в общем, все. Свое рабочее место я не буду вам показывать, там хламушник. Ну, в общем, такой была экскурсия по нашему офису, и я надеюсь, что вам понравилось. Мы, конечно, никого не ждем в гости. Какой ужас, давайте еще раз. Может, до 9-го дойдем? Я пока подумаю. Мне нужно просто успокоиться, правда. В общем, такой была экскурсия по нашему офису. Мне кажется, что он классный, и кажется, что удалось показать вам все его преимущества, потому что офис — это все-таки, ну, типа второй дом. И очень здорово, что он у нас такой комфортный, уютный и способствует какой-то творческой рабочей атмосфере. Яндекс.Драйв или Делимобиль? Делимобиль. Яндекс.Драйв. Мое мнение, что все-таки у Яндекс.Драйва более чистые автомобили, более технически исправные. Я не могу долго не раздумывать на этот вопрос, смотря зачем. Яндекс.Драйв, наверное. Драйв. Делимобиль или Белка? Делимобиль. Я же под это могу любые критерии себе в голове подбирать. Делимобиль. Поло или Кашкай? Кашкай. 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 Лукойл или Газпромнефть? Роснефть. Лукойл и Роснефть. Газпромнефть. Газпром. Покупка личного авто или аренда автомобиля? От каждого зависит, но аренда. Ну, сейчас аренда, я просто продал. Но так я люблю личный. В целом все. Здесь все, да. Спасибо. Сейчас туда переместимся. Браво. Ну что? Так подожди, Пола и Кашкай, я спрашивал.